Доброго времени суток всем подписчикам и гостям моего канала. Вы на канале Любитель Трофеусов. Я рад, что вы со мной, и вам интересна тема аквариумистики. Сегодня мы рассмотрим часто задаваемые вопросы. Я постараюсь ответить более подробно на них. Конечно же, большая часть вопросов про трофеусов, но рассмотрим вопросы и о других видах рыб. Хочу сразу отметить, что я никому не навязываю своего мнения, а делюсь своим опытом. Всем приятного просмотра. Можно содержать трофеусов с pH 7,5. Не умрут ли они? Может, станут бледнее в окраске или будет рост замедляться? Нет, не умрут. Уровень pH в аквариуме играет важную роль для здоровья рыб и их размножения. Трофеусы – это популярная группа цихлид. Они довольно чувствительны к параметрам воды, включая pH. В природных условиях в озерах Танганьика pH колеблется в диапазоне от 7,5 до 9,0. В зависимости от местоположения в озере и других факторов. Если pH в аквариуме находится на уровне 7,5, это может быть подходящим значением для большинства трофеусов. Таким образом, вода с pH 7,5 не должна быть проблемной. Есть виды трофеусов, которые могут жить с такими параметрами воды. Например, трофеус дубаиси – этот вид прощает много ошибок. Или трофеус бемба – этот вид также может процветать в аквариумах с pH около 7,5. Однако важно учитывать конкретный вид трофеусов, так как некоторые из них могут предпочитать более высокий pH. Рекомендую следовать правилам по содержанию и уходу за каждым конкретным видом, чтобы обеспечить им оптимальные условия обитания и предотвратить различные проблемы и неприятности. Можно содержать трофеусов в колодезной воде? Можно. Однако в колодезной воде или же воде с низким содержанием растворенных минералов может быть сложным и потребовать дополнительных усилий для поддержания оптимальных условий содержания трофеусов. Если вода из колодца имеет неподходящий pH или жесткость, вам придется подстраивать параметры воды с использованием различных химических добавок. Замерите параметры вашей воды из колодца, чтобы понять, что нужно с ней делать. Скорее всего, понадобится внешний биологический фильтр. Основные параметры воды, которые нужно учитывать для успешного содержания трофеусов. Первое. Температура. Трофеусы требуют теплой воды с температурой около 25-27 градусов. Второе. Это pH. Они предпочитают нейтральный pH в диапазоне 7,5-9,0. Третье. Жесткость. Вода в озере Танганьика имеет высокую жесткость, поэтому желательно поддерживать жесткость воды в диапазоне 10-20. Четвертое. Фильтрация. Трофеусы требуют хорошей фильтрации, чтобы поддерживать чистоту и качество воды. Помните, что разные виды трофеусов могут иметь разные требования к параметрам воды, поэтому важно изучить их потребности и обеспечить им подходящие условия. Как отличается самка от самца у трофеусов? И могут ли трофеусы при жизни менять пол? Для определения пола трофеусов можно обратить внимание на несколько признаков. Хочу отметить, что определение пола может быть сложным и не всегда абсолютно точным, особенно у молодых особей. Вот несколько признаков, которые я посоветую при определении пола трофеусов. Первое. Размер. Обычно самцы трофеусов крупнее, чем самки. Второе. Цвет. У самцов и самок трофеусов могут быть разные окраски. У некоторых видов трофеусов самцы более ярко окрашены, чем самки. Третье. Форма тела. Самцы имеют более вытянутую форму тела, особенно в районе головы и плавников, чем самки. Однако это не всегда совпадает, так как индивидуальные особенности и условия содержания могут влиять на размер и окраску рыб. Трофеус не меняет пол. Когда лучше переводить малька трофеуса в общий аквариум? В каком возрасте и какого размера? Лучше переводить малышей в размере 3-4 см. По поводу возраста рыб затрудняюсь ответить, смотря какой малявник. У одних он 30 литров, у других 400. Одни кормят 2-3 раза, другие 6 раз. Речь идет о мальках? Конечно же о мальках. Мальков кормят чаще, чем взрослую рыбу. Переводить рекомендую вечером, когда отключаете свет в аквариуме. Конечно же, родители первое время будут их гонять. Трофеус четко знает всю свою стаю, но со временем все реже и реже будут обращать на них внимание.
Можно ли содержать цихлид мбуна из озера Малави с трофеусами? Трофеусов лучше содержать вообще отдельно от других видов рыб. Но вот не всегда это получается. Во-первых, трофи требуют большого объема, а аквариумист с большим аквариумом хочет разнообразить краски и добавить что-то еще. Во-вторых, не все аквариумисты могут позволить себе содержать каждую стаю отдельно, поэтому можно совмещать другие виды с трофеусами. Лично я содержу трофеусов с циклидами озера Малави. Главное, чтобы они подходили по питанию с трофами. Это очень важно. Трофеусы не рестятся, а малька не дают. В чем может быть проблема? Очень хороший вопрос. Чаще всего с такой проблемой встречаются молодые стаи. Нерест происходит часто, а в итоге нет малька. Тут надо подождать, когда самец полностью станет половозрелым. Он просто не оплодотворяет икру. А вот если уже стая достаточно взрослая и такая проблема, то следует заменить самца. На какой день лучше забирать икру у трофеусов? Смотря какую цель преследует аквариумист. Икру можно вообще не забирать у трофов, так как самка питается во время инкубации икры. Если вы увеличиваете стаю, то лучше забирать спустя 3 недели. В этот период мальки полностью сформируются, и вам легче будет их поднимать. Если в коммерческих целях, то конечно же на 9-й день. В этот период уже неоплодотворенная икра растворится, и вы переместите в инкубатор полностью оплодотворенную икру. Можно ли содержать трофеуса с кальвиусом? Можно, но я не рекомендую. Важно то, что трофеус травоядный, а калиус самый настоящий хищник, и растительной пищи ему маловато. Что будет успевать калиус при совместном содержании с трофами, так это воровать икру во время нереста трофеуса. Поэтому я не рекомендую содержать их вместе из-за разного питания. А содержать и совмещать их вместе – это дело каждого. Не получается поднять малька трофеуса. Начнем по порядку, с ошибок. Первое. Инкубатор. Если он у вас находится в отдельном нерестовике, параметры воды в инкубаторе должны соответствовать с параметрами воды, где находилась самка. Часто забирая икру в нерестовик, начинающий аквариумист использует свежеотстоянную воду. Это может повлиять на дальнейшее развитие икры. Второе. Подмена воды. Переводя молоть с инкубатора в отдельный аквариум, надо подменивать воду осторожно, малыми дозами. Однозначно, она должна соответствовать всем параметрам, в которых они содержались до этого. Вода, которую вы доливаете, не должна быть прохладной или холодной, а приблизительно той температурой, в которой содержатся мальки. Третье. Фильтрация. Однозначно нужна установка фильтра и компрессора. Вода должна хорошо фильтроваться и аэрироваться. Обязательно температурный режим от 25 до 27 градусов. Четвертое. Корм. Стартовым кормом подойдет замороженный циклоп. При кормлении предварительно его разморозив. Кормить малыми порциями, чтобы не оставались лишнего. Если есть остатки корма, убираем их с аквариума. Со временем добавляем растительную пищу. У меня инкубатор находится в общем аквариуме. Потом с инкубатора перевожу малька в специальный отсадник, который тоже находится в общем аквариуме. Когда малек подрастет и начнет уже охотиться за кормом, перевожу в отдельный аквариум. Таким образом поднимаю малька. Перейдем к следующим видам. Интересно было бы послушать, существует ли между циприхромисами имбридинг? Существует. Инбридинг, внутригенерационное скрещивание, может происходить у любых животных, включая цихлидных рыб. Особи из одного рода или даже одной популяции скрещиваются между собой близко и родственно. Однако в природных условиях цихлидные рыбы, как правило, избегают инбридинга, так как многие из них имеют развитые механизмы социальной организации и территориального поведения, которые способствуют скрещиванию с неродственными особями. Более того, многие виды цихлидных рыб имеют разнообразные окраски и морфологию, что может помогать им выбрать неродственных партнеров на основе визуальных сигналов. В аквариумных условиях близкие виды скрещиваются. Если мы будем содержать в одном аквариуме несколько видов циприхромисов, то безусловно в каждой стае будет своя иерархия, и она выстраивается индивидуально. А вот на равных ли будут стаи или один вид будет постоянно в угнетении, зависит от объема аквариума. Так вот, доминантные самцы будут мешать нереститься другим самцам и постоянно участвовать в нересте другого вида.
Инбридинг может стать проблемой в условиях разведения рыб в аквариуме, что может привести к сокращению численности и разнообразия популяций. Важно принимать меры для сохранения генетического разнообразия. Я стараюсь близкородственные виды содержать отдельно и вовсе не приветствую межвидовое скрещивание. Можно ли в 30 литрах содержать семилисов? Я не рекомендую в таком объеме содержать ракушковых. Они хоть и гаремные, но расстояние между ракушками должно быть не менее 25 см, а у некоторых видов и 40 см. Так что лучше будет им в 60 литрах с большей площадью дна. Принцесса Дафодил и принцесса Гелиантус – это один вид? Нет, это абсолютно разные виды ниломпрологусов и по окрасу, и по поведению. Можно ли содержать юлидохромисов с цихлидами мбуна? Можно, но я не рекомендую совмещать эти виды. Юлики, конечно же, приспособятся и не дадут себя в обиду. А вот поспевать за юркими маловицами при кормлении не будут. Поэтому будут голодать. Если взять самца кальвиуса у одного разводчика, а самку у другого, они будут размножаться? Или все-таки стоит покупать стайку из 10 штук? Размножаться будут, но аквариумист столкнется с проблемой в другом. Самец кальвиуса может не принять самку и, возможно, даже убьет. Лучше взять стайку и подождать, когда пары сформируются самостоятельно. Ну вот мы подошли к завершению первой части. Если вам понравилось, поставьте лайк. Большая просьба подписываться на мой канал «Любитель трофеусов». У кого есть вопросы, оставляйте их ниже в комментариях. Обещаю, что отвечу на каждый. До новых встреч. Всем добра.